Итак, готовим ленецкое печенье. Для этого нам понадобится пачка масла либо маргарина. Мы нарежем масло на кубики. Нарезали масло на кубики. Теперь мы взвесим 350 грамм муки. Итак, 350 грамм муки насыпаем. Кстати, ленецкие ролики произошли от имени австрийского города Линц. И известно ленецкое тесто еще с 17 века. Вначале из него делали калачи. Добавляем маргарин или масло в муку. А уже позднее на базе этого теста стали делать более маленькие виды сладостей, печенье. Теперь добавляем сюда сахар. Добавляем 120 грамм сахара. Лучше использовать сахар пудру, как в моем случае. Кстати, ленецкие калачи очень любила австрийская королева Сисси. Это было одно из ее любимых видов сладостей. Можно чуть больше, но идеально 120. Будет 130 в нашем случае. Теперь мы добавим пачку ванильного сахара сюда. И натрем кожицы лимона. Идеально использовать кожицу с одного лимона. Можно обойтись и без лимона, но она придаст свежий запаху, поэтому в этот раз будем ее использовать. Известно довольно-таки много рецептов ленецкого теста. Классический 100% рецепт не существует, и каждая кондитерская использует свой собственный рецепт, который немного отличается друг от друга. Существует два вида также теста ленецкого: светлое и темное. Светлое тесто делается на базе белой пшеничной муки и ароматизируется светлое тесто с помощью ванили и лимонной кожуры. Теперь возьмем два желтка, добавим сюда два желтка, отделим их от белков. Белки нам в данном рецепте в составе теста не понадобится. Используем только желтки. Также еще известно темное ленинское тесто. Оно готовится из темной муки. И в качестве ароматизатора используется корика, гвоздица. Есть несколько видов ленинского печенья, которые готовятся в различных странах Австро-Венгрии. Так, в Австрии делается более крупное печенье с одним или тремя отверстиями посередине. А в Чехии делается более мелкое печенье с одним отверстием посередине, которое может быть либо круглую, либо
форму звездочки. Итак, мы приложили компоненты. И теперь с помощью миксера смешаем тесто в однородную массу. Возьмем миксер и смешаем. Мы вымесили тесто. Кстати, основная пропорция теста, независимо от того, какой рецепт используется, приблизительно одинаковая. Это 3 части муки, 2 части сахара и, точнее, извиняюсь, 3 части муки, 2 части жира и 1 часть сахара. 3, 2, 1. Также немного специй. В данном случае ванильный сахар и кора лимона. Итак, после того, как тесто вымесилось, его необходимо поместить на сутки, минимально на 12 часов, в холодильник, для того, чтобы тесто отстоялось перед выпечкой. Так, тесто мы выложили. Оно такое становится жирное, не прилипает к рукам, как должно быть. И заматываем его в пищевую пленку и прячем в холодильник. Тесто. Так, берем тесто. Так, через сутки мы достаем наше тесто, выставившееся, и выкладываем его на стол с мукой и раскатываем его на листы. Так, разделим его на несколько частей, примерно 3 части, чтобы было удобнее с ними работать. И чтобы не нагревались остальные части тела, тесто было достаточно холодным. И с помощью валика раскатываем на листы с толщиной 3 мм. Раскатали на лист. Дальше вырезаем из него кружочки различных диаметров, какие нам необходимы. Главное, чтобы они были парными. Так, например, вырезаем 2 кружочка. В одном из них делаем отверстие. 1 либо 3. Вот так. И выкладываем их на лист, покрытый пергаментом. Возьмем лист и выложим на него. Так заполняем целый лист. Включаем духовку и нагреваем ее предварительно на 180 градусов.
Итак, мы приготовили наше печенье. Это будет верхние его и нижние половинки. Они будут мажаться верхняя, нижняя половинка вареньем и потом заклеиваться верхней половинкой. Духовка у нас уже нагрета на 180 градусов, поэтому можем вкладывать листы в нашу духовку. Время выпекания в духовке будет приблизительно 10 минут. Но контролируйте, так как все зависит от вашей духовки, насколько хорошо она выпекает. Итак, вкладываем их в духовку и включаем режим выпекания. Это у нас будет режим выпекания с циркуляцией воздуха, так как у нас более чем один лист, при температуре 180 градусов. Время не более 10 минут. Запускаем. Так, через 10 минут наше немецкое печенье готово. Достаем его из духовки. И после остывания небольшого перемазываем его вареньем, склеиваем две половинки. Итак, мажем его небольшим слоем варенья, каждую половинку. Так, нижнюю половинку, и затем ее накрываем верхней половинкой. Вот так вот. И готовое печенье потом складываем на хранение в металлическую форму. Тут оно может храниться до 3 недель. Каждый слой печенья можно немножко пересыпать, чтобы они не склеились между собой пудрой. Вот так. Легонько. Так. Сложили наше печенье и можем его закрыть крышкой и хранить по необходимости.